Настройки категории функций. Рассмотрим более подробно опцию, которая есть в большинстве современных магнитол. Это BSM-поиск станций в автоматическом режиме. Включаем магнитолу кнопку SRC. Нам нужен раздел радио. Кнопкой Band Dimmer выбираем полосу пропускания. Например, возьмем FM1. Нажимаем кнопку включения устройства для включения главного меню. Вращаем ручку до категории функции. Выбираем BSM. Сразу начинается поиск станций в автоматическом режиме. Через секунд 40 экран перестанет мигать. Теперь в выбранном диапазоне, в нашем случае это FM1, кнопкам от единицы до 6 автоматически присвоены радиостанции. То же самое сделаем для других частот. Для FM2 и FM3. BSM удобная функция, но работает она не совсем понятно, так как получается, что в каждом диапазоне работают одни и те же станции. Вот радиостанция с частотой 99,3 записалась в первом диапазоне на кнопку 1. Во втором тоже на кнопку 1, а в третьем на кнопку 2. Я попробовал эту опцию применить для средних частот. Безуспешно. Возможно, из-за того, что в нашем регионе слабый сигнал. В категории функций есть опция «Локал». Как описано в инструкции, она позволяет исключить из главного меню определенные полосы пропускания. Я попробовал ее активировать. В результате в выбранном диапазоне магнитола не ловит радиостанции. Настроек локал 4. Назначение этой функции не совсем понятно, поэтому я ее отключаю. Разберемся с опцией поиск. Есть два варианта. Поиск по каналам и ручной. Эта опция управляет кнопками перемотки. Если установлен поиск по каналам, то при однократном нажатии на кнопку перемотки частота меняется на 50 Гц. При продолжительном нажатии начинается поиск радиостанций. Найденную станцию можно присвоить нумерованной кнопке. Если установить поиск ручной, то при нажатии на кнопку перемотки начнет проигрываться следующая записанная станция. Если играет станция под кнопкой 1, то после нажатия будет станция 2, затем 3 и так далее. Хорошо бы было, чтобы после шестой станции начинала проигрываться не станция, записанная под первым номером, а следующая полоса пропускания. При длительном нажатии, как и в первом случае, происходит поиск радиостанций. Кнопки Play и Stop используются для воспроизведения через Bluetooth или с флешки. Настройки аудио. Заходим в настройки меню, выбираем аудио и начинаем с настроек баланс. Это настройка баланса левого и правого динамиков. При нажатии кнопки регулировки громкости переходим к настройкам и на свое усмотрение смещаем баланс левого и правого динамиков. У меня получился правый +2. Дальше уровень сигнала. Настройка баланса переднего и заднего динамиков. Я задние динамики усилил на 3 пункта. Установка эквалайзера. Есть несколько преднастроек. Простая, сверх-НЧ, высокая мощность, естественная, вокал, пользовательские 1, пользовательские 2.
Настраиваем пользовательский режим. Для каждой полосы на слух регулируем настройки. Первая полоса эквалайзера 80 Гц. Затем 250. Правда ради. 800. 2,5 кГц. 8 кГц. Уровень эквалайзера может регулироваться от плюс 6 до минус 6. То же делаем для других пользовательских настроек. Настройка тон-компенсация. Это компенсация для четкого звучания при низком уровне громкости. Есть для низких частот НЧ, средних частот СЧ, высоких частот ВЧ. Настраивается на слух. Сабвуфер. Выбор фазы сабвуфера. НОР, РЕВ, ВЫК. Есть возможность управлять задержкой звуковой волны. Настраивать фазу лучше всего непосредственно во время прослушивания музыки. Экспериментальным путем нужно определить положение, при котором звучание баса становится более ровным и слаженным. Усиление баса. Выбор усиления нижних звуковых частот можно регулировать в диапазоне от 0 до 6. Настройка ФВЧ. Фильтры высокой частоты. Включаю такой фильтр для того, чтобы не перегружать акустику небольшого размера басами. Частота среза ВК 50 Гц, 63 Гц, 80, 100, 125, 160, 200. Крутизна характеристик минус 12 и минус 24. Функция SLE. Настройка уровня громкости для каждого источника относительно радио. Переходим в настраиваемую категорию. Начнем с AUX. Можно регулировать в диапазоне от плюс 4 до минус 4. Я приглушил на 2 пункта. Bluetooth также уменьшил на 2 пункта. Штатное музыкальное приложение в телефоне неплохо встраивается в систему магнитолы. Им можно управлять как с магнитолы, так и с телефона. Подключаю Bluetooth и запускаю приложение. Все действия дублируются на экране магнитолы. В Play Market есть музыкальное приложение для работы с магнитолами Pioneer. Попробую установить приложение Pioneer IRC. Объем 38 МБ, рейтинг 2,3 звезды. На заставке размещены привлекательные картинки. Вначале предлагается курс по управлению магнитолой. Разрешаем доступ к медиафайлам и запускаю приложение. Пробую использовать совместно с магнитолой. Плейлисты формируются отвратительно. При управлении с телефона некоторые функции не работают. Становится понятным, почему такой невысокий рейтинг приложения.
Следующее приложение SoundTune. 4,2 звезды. 37 мегабайт. Картинки тоже многообещающие. Разрешаю доступ к мультимедиа, ознакомливаюсь с лицензией. Тут я нашел интересную функцию по настройке акустики автомобиля, но, к сожалению, она толком не работает с данной магнитолой. Вдобавок ко всему, проблема с просмотром и формированием плейлиста. Данное приложение также не работает с этой магнитолой. Придется пользоваться штатным универсальным проигрывателем. На самом деле он не так уж и плох. После использования хочу оставить отзыв о данной магнитоле. Подписывайтесь на канал. Сначала о минусах. Отсутствует синхронизация подсветки диммера магнитолы с включением света. В некоторых магнитолах есть функция отключения звука при нажатии на ручку регулировки громкости. Функция очень удобная, но здесь она не реализована. Для чего функция Local, которая позволяет исключить из главного меню определенные полосы пропускания, непонятно. BSM удобная, но недоработанная функция. Хорошо бы было, чтобы автоматически записывались радиостанции на все диапазоны. Недоработанная функция кнопок перемотки в режиме поиск ручной. При автоматическом поиске надо, чтобы запись станций шла последовательно на все полосы пропускания. FM1, затем FM2 и FM3. Нет адаптированного музыкального приложения. Это минус. Из плюсов, конечно же, это наличие Bluetooth соединения и hands-free. То, ради чего и покупалась эта магнитола. Еще приятно, что на экран можно вывести время. И из плюсов есть ручное управление подсветкой магнитолы. Минус то, что нет синхронизации подсветки магнитолы с включением света, а плюс в том, что есть ручное управление подсветкой магнитолы.